Привет, друзья! Сейчас главная новость Европы. В Германии в 2026 году поменялась цена Deutschland Ticket, и месячный проездной стал дороже. Решение уже принято и вступило в действие на федеральном уровне. Но в землях действуют разные схемы компенсации, и итоговая сумма для пассажиров будет отличаться. Одновременно в немецкой политике снова обсуждают атомную энергию. Партия в Бундестаге ХСС, Христианский социальный союз, предлагает вернуться к ней как к источнику стабильного электричества, тогда как кабинет канцлера Фридриха Мерца пока не называет конкретных шагов. И это еще не все. На железной дороге ситуация остается сегодня сложной и требует внимания. Пассажиры Deutsche Bahn все чаще сталкиваются с отменами поездов и поздним объявлением об этом, и в 2026 году от нового руководства ждут серьезных изменений. Еще одна тема – это экономика Германии. Глава института ИФА публично критикует курс правительства Мерца. А социальные вопросы, включая оплату больничной, обсуждаются уже и на уровне Европейского Союза, где позицию формирует Урсула фон дер Ляйен. Обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, в Германии проездной Deutschland Ticket, который дает право, напомню, ездить в региональном и городском общественном транспорте, подорожал в 2026 году. Федеральные и региональные власти договорились о повышении цены с нынешних 58 евро в месяц до 63 евро. Это повышение затрагивает всех будущих покупателей, но при этом эксперты ожидают, что для многих действующих абонентов реальные расходы могут остаться ниже прошлого уровня. Почему? Потому что в ряде федеральных земель уже действуют региональные льготы и схемы субсидирования, которые частично или даже полностью компенсируют рост цены для жителей. Сейчас в Германии, напомню, имеется около 78 тысяч активных подписчиков Deutschland Ticket, но число пользователей продолжает расти. Именно поэтому власти считают повышение цены оправданным, так как эти средства пойдут на поддержание инфраструктуры, улучшение сервиса и компенсацию растущих расходов транспортных компаний. При этом Федеральная транспортная ассоциация подчеркивает, что повышение стоимости не должно привести к падению спроса. Наоборот, даже ожидается, что благодаря субсидиям и льготным программам многие пассажиры будут фактически платить меньше, чем раньше. Однако для путешествий в дальние регионы, международные поезда и скоростные линии это повышение не влияет, так как там действуют отдельные тарифы. Таким образом, в 2026 году Deutschland Ticket подорожает до 63 евро, но благодаря льготам и компенсациям часть абонентов будут платить фактически меньше или почти то же самое, что и раньше. Еще одна новость. В Германии партия Христианский социальный союз ХСС официально выступила за возвращение атомной энергии в энергобаланс страны. Это заявление привлекло дополнительное внимание, поскольку Германия, как вы знаете, ранее выводила атомные станции из эксплуатации, и тема энергетики вновь активно обсуждается. Лидеры ХСС объясняют свое предложение тем, что атомная энергия на фоне роста цен на электроэнергию рассматривается ими как стабильный источник, способный снизить зависимость от импорта ресурсов. Они утверждают, что отказ от атома слишком поспешен и сейчас мешает экономике и бытовым потребителям. ХСС настаивает, что реакторы, которые еще технически работоспособны, стоит возвращать в эксплуатацию и продлевать срок их работы. Это, по мнению представителей партии, даст Германии возможность стабилизировать энергосеть, снизить риски перебоев и удешевить электроэнергию для населения и предприятий. Инициатива партии стала предметом активного политического обсуждения. Противники атомной энергетики указывают на экологические риски, высокие затраты на безопасность и проблему хранения радиоактивных отходов. Эти аргументы долгое время были основой политики Германии по отказу от атомной энергии. Тем временем в федеральном правительстве канцлера Германии Фридриха Мерца и в ряде земельных правительств обсуждают варианты усиления энергетической независимости, то есть альтернатива атомной энергии, в том числе расширение возобновляемых источников и модернизация сетей. В Евросоюзе ситуация также вызывает дискуссии. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен неоднократно подчеркивала, что энергетическая безопасность и климатическая устойчивость должны идти рука об руку, и поиск баланса между независимостью и экологией остается одним из главных вызовов для всех стран ЕС, включая и Германию. Следующая новость касается текущих трудностей в одной из отраслей. В Германии все чаще обсуждают вопросы, связанные с работой железнодорожной компании Deutsche Bahn, и пассажиры обращают внимание не только на пунктуальность. Пользователи отмечают, что поезд часто задерживается или вообще отменяется, а информация о причинах приходит слишком поздно или вообще отсутствует.
что мешает людям планировать поездки и приводит к потере времени на вокзалах. Приведу пример. В свежем отзыве пассажир описывает ситуацию так. Поезд из Эрфурта в Берлин должен был прибыть с небольшой задержкой, но внезапно появилось объявление, что его полностью отменили из-за нехватки персонала, и при этом никто абсолютно не получал информации заблаговременно. Подобная ситуация создает дискомфорт для пассажиров, которым приходится долго находиться на платформах без своевременных разъяснений со стороны Deutsche Bahn. Причина таких сбоев во многом заключается не только в самом графике, но и в слабой коммуникации компании с клиентами. Пассажиры жалуются, что, например, уведомления в приложении и на табло появляются довольно-таки поздно, а сотрудники на местах вообще не дают четких ответов, почему происходят задержки или отмены. Многие считают, что это стало неотъемлемой частью ежедневной поездки на поезде. Даже если поезд технически все же прибывает, пассажиры чувствуют себя неинформированными. Эти жалобы совпадают с данными самого железнодорожного оператора. Десятки тысяч объектов инфраструктуры нуждаются в ремонте, а показатель реальной пунктуальности в данном сообщении Deutsche Bahn в 2025 году, внимание, был низким, всего лишь примерно 63%. Поездов приходят вовремя по официальным измерениям. Ситуация активно обсуждается и в обществе и привлекает дополнительное внимание к работе руководства железной дороги. В центре внимания сейчас, как вы знаете, оказалась глава Deutsche Bahn Эвелина Пала. Пассажиры публично говорят о том, что им нужна ранняя и честная информация о задержках, а не скрытые сообщения за несколько минут до отправления. Улучшение коммуникации в 2026 году называется одним из главных ожиданий от нового руководства компании. Поэтому сегодня внимание уделяется не только опозданиям, но и качеству именно коммуникации с пассажирами. От нового руководства Deutsche Bahn Эвелин Палы ожидают улучшений в информировании о задержках и отменах. И это только начало. В Германии начинается новое экономическое обсуждение. Президент экономического института ИФА Клеменс Фюст публично высказал критические замечания в адрес экономической политики правительства канцлера Германии Фридриха Мерца. По мнению Фюста, правительство слишком часто пытается решить сложные проблемы просто большими расходами, а не настоящими реформами. Простое увеличение расходов не требует сложных решений. Так Фюст охарактеризовал подход Мерца к экономике и финансам. Он считает, что такая стратегия не решает корректных проблем, но делает возможным лишь временное сглаживание трудностей. Фюст отмечает, что без изменения курса Германия может столкнуться с периодом замедленного экономического роста, что может повлиять на налоги, инвестиции и деловую активность. Он также обращает внимание на то, что сложные вопросы откладываются, ответы на них остаются поверхностными. Критика со стороны главы ИФА происходит на фоне обсуждения и пенсионной реформы, налоговой нагрузки и слабого роста экономики. Фюст считает, что без структурных изменений Германия не сможет восстановить экономический рост и конкурентоспособность. Таким образом, Клеменс Фюст публично заявил о необходимости перехода от расширения расходов к структурным реформам, отметив, что без этого экономическая ситуация в Германии может осложниться. А дальше еще есть важная новость. В Германии снова поднимается спор о правилах выплаты зарплаты во время болезни. Представители бизнеса выступают с инициативой серьезно ограничить обязательную выплату зарплаты больным работникам, которые сейчас обязаны обеспечивать именно работодатели. Сейчас работник, заболев, в первые 6 недель получает от работодателя полную зарплату, после чего за ним в большинстве случаев сохраняются выплаты в рамках именно системы социального страхования. Такая система действует десятки лет и считается важной социально-трудовой гарантией. Однако работодатели говорят о росте затрат и нагрузки на сам бизнес. В их заявлениях говорится, что нынешние правила приводят к увеличению расходов компаний, особенно малых и средних, и фактически делают работодателя тем же страховщиком рисков, которые, по мнению бизнеса, должны покрываться иначе. Они предлагают сократить период обязательных выплат или разделить эту обязанность между работником, работодателем и системой социального страхования. Для правительства канцлера Фридриха Мерца этот спор становится новым социальным вызовом. Правящая коалиция еще не выработала единый подход к этой инициативе, и внутри партии идут активные дебаты о том, как именно сбалансировать интересы бизнеса и права работников. Тема получила отклики на уровне Европы. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ранее, напомню, поднимала вопросы защиты прав работников и гармонизации стандартов социальной защиты во всем Евросоюзе, но предложения немецких работодателей могут поставить под вопрос совместимость национальной практики с общеевропейскими ожиданиями в этой области.
На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.